друзья. Но второе — это кшетра, либо ключевая деятельность. Кшетра — это также из ведической философии, из санскрита. Кшетра обозначает поле деятельности. Вот. И в нашем случае она обозначает именно ключевую деятельность, либо наше уникальное преимущество. Вот. И здесь очень интересно, что это также совпало вот со вторым ключом, который дает Джим Коллинз. Я уже рассказал о Джимми Коллинзе и о том исследовании, которое он сделал в первом видео. Если не видели, посмотрите, пожалуйста. Вот. Принцип этот ключ гласит, что сначала мы решаем с кем, а потом что. То есть, и пример, который он приводит, да, то есть это совет директоров компании, куда входит лидер. Вот. И прежде чем выступить перед этим советом директоров, да, то есть перед командой, сказать: ребята, мы едем туда-то и туда-то. Нет, настоящий лидер сначала смотрит, что у него есть. То есть прежде чем вот этому кораблю отправиться в плавание, он смотрит, а что это за корабль? Кто у меня есть в команде и какими способностями моя команда обладает. И уже после вот этого вот действия можно понять, а куда вообще я могу с этой командой отправиться и что может быть целью моего путешествия. Вот. И таким образом вот этот вот принцип кшетры, либо ключевого поля деятельности, он о команде. То есть о том, чтобы взять на борт тех людей, которые вам нужны в команде, да, которые дадут ей ускорение, которые привнесут что-то новое, привнесут свои таланты, да, у которых, вот мы говорили о том, что у лидера должно быть раскрыто понимание и дело жизни, ключевая деятельность, чтобы он сам был задан по природе, да, и чтобы он сам работал, вкладывал всю энергию в то, чем он занимается, в том, чтобы это было дело его жизни. И тогда это дело будет обречено на успех. Тогда будет максимальная концентрация, тогда будет максимальная медитация на вот эти вот образы, создание образов в компании, да, то есть и последующую трансформацию вот этих образов уже в реальности, в прибыли и в какие-то материальные вещи. С командой дело обстоит тоже абсолютно так же. То есть мы смотрим, что за люди нас окружают, какова их природа, заняты ли они по природе своей, да, какими талантами они обладают и как они эти таланты могут реализовать в компании. То есть, по сути, вот это вот требование к лидеру, как бы оно также проецируется автоматом на компанию. То есть, если мы говорим о великой компании, да, которую, допустим, исследовал Джим Коллинз в своих исследованиях, то есть это открытое акционерное общество там, с оборотом миллиарды и миллиарды долларов. Да, то есть это в каждой компании, это совет директоров. И лидер компании, по сути, он является лидером лидеров. Вот. И функция лидера на самом деле создавать других лидеров. Если лидер не в состоянии привлекать лидеров, создавать их, да, и давать им автономию некую, занимать их по природе, то это не лидер, как бы, да, то есть это человек-исполнитель. Это значит, что он обязан будет всегда за всех все делать, да, и не будет у него ресурсов и возможности привносить что-то новое. То есть он будет давать задания, потом будет сам их выполнять, потом сам за собой перепроверять. Нет, это не лидер. А лидер как раз тот человек, который создает вот эту команду. И самое главное, ценность вот этого вот лидера как раз, да, и Джим Коллинз тоже об этом говорит, он очень интересно рассматривает несколько компаний на протяжении там, долгих там, 10-15 лет вообще, да. И что случается после того, как в одних компаниях приходит какой-то SEO, да, какой-то руководитель очень талантливый, и потом уходит. И в других компаниях, когда приходит тоже талантливый SEO-руководитель и потом уходит. Что случается с компаниями и в чем разница? То есть и разница как раз она заключается, что приходит человек талантливый, визионер, как бы, то есть и он видит, что нужно делать, он вдохновленный, он занимается делом своей жизни, как бы у него все хорошо. Но он не создает команду, то есть он не заинтересован отдавать
отдавать, делегировать ответственность, то есть делегировать направление, то есть он хочет делать все самостоятельно. И таким образом он генерирует вокруг себя большое количество посредственностей, то есть исполнителей, тех людей, которые будут исполнять его желания, то есть его задумки, его планы. Вот. И тогда такой человек, уходя из бизнеса, бизнес без него просто рушится. Вот. И Джим Коллинз тоже приводит пример, когда там человек ушел в политику, вот, и компания просто там за несколько лет она практически была разрушена, то есть она потеряла все свои позиции после того, как такой человек ушел. Вот, а долгосрочные результаты компания, ну вот отличие как раз хорошей компании от великой, это как раз лидер, который в состоянии собрать команду других лидеров, таких же лидеров, которые заняты по своей природе, у которых есть вдохновение свое, у которых есть видение, да, которые также их личная миссия, страсть, работа, они находятся в соответствии с тем, чем они занимаются в этой компании, и в соответствии с общей миссией компании. И таким образом, объединяя вот этих вот людей, всех занятых по своей природе, под эгидой общей миссии компании, да, общей деятельности, такой лидер создает как раз вот ту благоприятную среду, которая и может вот нести вот эту основную функцию, которая может быть основным движущим потенциалом вот этой вот великой компании. Если этого нет, то тогда, ну, к сожалению, деятельность обречена на успех. Вот. И таким образом вот эта вот команда, собираясь на корабле, она создает, то есть когда уже решили, что вот эта вот команда, да, она классный, идеальный, каждый занят по природе, каждый воодушевлен, все разделяют ценности друг друга. Вот, тогда эта команда решает, в чем же будет заключаться их общая концепция, да? В чем же будет заключаться их деятельность, в чем же будет заключаться их уникальное преимущество, либо вот эта вот ключевая деятельность, которой они все вместе будут заниматься. Вот. И здесь тоже в подтверждение могу привести вот второй ключ, который дает Джим Коллинз. Это, он называет ее концепцией ежа и лисы. Вот. И история там такова, что некий автор Исайя Берлин поделил людей на ежей и лис. Да, и лиса — это, ну, красивое животное, то есть рыжее, пушистое, красивое, оно быстрое, стремительное. То есть у него много преимуществ. А еж, ну, такой как бы дикобраз, вообще непонятно, кто это. Какой-то комочек, из которого торчат иголки, да, то есть, ну, большая разница. И также, как бы, с людьми. И лиса, она постоянно что-то новое изобретает. То есть у нее 1000 проектов, там, сотни дел, как бы она побежала туда, побежала сюда, что-то там сделал, что-то там сделал. А еж, как бы, то есть он ходит по одной и той же тропке, занимается одними и теми же делами. Вот. Но при всем лиса пытается постоянно съесть ежа, и у нее никогда это не получается. Причем она придумывает каждый день что-то новое, пытаясь найти новый способ, как его съесть. Да? А еж просто сворачивается в идеальный клубок, из которого торчат вот эти вот иголки, и у лисы ничего не получается. Вот. И Джим Коллинз в этом смысле, вот этой вот аналогии, как бы, то есть он подчеркивает, насколько важна ключевая деятельность, насколько важно определить вот это вот ключевое преимущество, уникальное преимущество компании. Вот. И здесь смысл тот же. То есть, когда есть команда, когда есть люди, и есть понимание, что нужна вот это общее уникальное преимущество, благодаря которому компания будет отличаться от всех других в индустрии, тогда приходит вот это вот исследование на определение ключевой деятельности, вот, которое также работает, можно его определять в коучинговом формате. Я этим занимаюсь в последнее время все больше и больше. Вот. Можно определять самостоятельно, проводить исследования. Вот. Но самые главные вопросы, на которые нужно ответить, для того, чтобы найти вот именно вот это вот уникальное преимущество, уникальную деятельность компании, то есть вложив средства, деньги, ресурсы, в которую можно быть уверенным, что вы будете самыми лучшими в своей индустрии, самыми лучшими в мире. То есть это такая деятельность, которую может делать
лучше всех ваша команда. Именно та команда, которая собралась, вот эта команда профессионалов, то есть у которой есть опыт, и вот эта команда может делать что-то такое, как бы, то есть им нужно понять, что это, что отличает ее от всех других. И так хорошо, как эта команда, как эта компания, этим никто не может заниматься. Вот. И здесь такой же принцип, то есть здесь есть страсть, который состоит из того, что уже хорошо получается у людей, у компании и тем, чем компания любит заниматься. Да? То есть, на примере бизнеса, допустим, по своей компании, я могу сказать, речь идет о сегменте, допустим, холодной воды и бытового оборудования. То есть компания DAP, в которой я работаю, то есть она обладает уникальным преимуществом, итальянским дизайном в узком сегменте вот как раз холодной воды и насосов именно для этой сферы, где максимальный комфорт, максимальное качество, самый лучший дизайн, самый лучший функционал и так далее, и так далее, и так далее. Как бы это основная ключевая деятельность. И страсть — это то, что нравится делать, и то, что уже хорошо получается. Следующее — это призвание, который состоит из того, что уже востребовано, и того, что нужно людям, что ждут от вас клиенты. Третье — это также работа. И четвертое — это миссия, то есть это некое высшее, это сочетание того, что вы любите как компания делать, да, и того, что нужно потребителям, нужно людям. Вот. И вот эти все 4 сферы деятельности, также как когда мы рассматривали их на человеке, на лидеры для компании, это работает в принципе то же самое. Хотя здесь есть некие сложности, потому что если в первом случае человек может себе на эти вопросы дать ответы, а здесь эти ответы нужно найти для команды, что сделать гораздо, конечно, сложнее, потому что есть разный опыт, разные мнения, разные понимания, то есть здесь очень большая сложность в синхронизации. То есть у себя в компании я это делал в качестве коллективной коучинговой сессии, то есть мы все компании собирались и все вместе определяли, то есть вот эти сильные стороны, видение, страсть, что мы уже хорошо делаем и так далее, и так далее. Да? Потом мы все это консолидировали и на основании этого, соответственно, выводили вот эти вот узкие сегменты и уникальные преимущества, которыми мы обладаем. Вот в ходе этого исследования также нужно ответить на вопрос, для кого мы это делаем, то есть, да, и зачем мы это делаем. Очень важно всем людям понимать смысл происходящего. То есть не просто тупо вот я похожу как бы в эту компанию, да, там, благодаря этому я могу там купить дом, там, яхту, там, машину, там, самолет и так далее, да, то есть она обеспечивает мое существование. Нет, должны быть задействованы все смысловые уровни и все уровни как бы счастья, да, то есть это должна быть и счастье в деятельности, да, что есть достижения конкретные, в том числе и вот материальные, приобретения, покупки там, и так далее, что есть закрыт социальный уровень, то есть есть вот эти вот социальные связи, и есть эмоциональная отдача от людей, от партнеров, от клиентов, да, то есть это тоже приносит счастье, это второй уровень. И третий уровень — это есть возможность развивать свой потенциал творческий, что вот как раз вот эта вот работа по моему предназначению, исполнение вот этой вот этого дела жизни, да, то есть оно задействует все мои таланты, весь мой потенциал, вот, и у меня есть возможность придумать что-то новое, да, вводить эти новые какие-то вещи. То есть и вот то, чем я занимаюсь, оно меня не отпускает. Вечером, даже когда я нахожусь, может быть, с семьей там, или выходные, или я куда-то еду, я постоянно думаю о том, чтобы сделать такого нового, каким образом как бы можно развить то, что уже есть, как это можно усилить, какой новый проект можно в этом же направлении запустить, который еще усилит те преимущества, которые есть уже у компании. Вот. И третий уровень — это уровень как раз смыслов. То есть уровень смыслов, который даже связан со смыслом жизни вот отдельного человека, да, который вплоть вот до этого уровня, и с наследием, которое он оставит, и смыслом жизни, который он для себя видит. Да, то есть это
то, что компания делает глобально, то есть какую пользу она приносит людям, да, какое наследие она оставит для себя, каким образом жизнь людей меняется от того, что делает конкретно вот этот вот человек в этой вот именно компании. И таким образом все вот эти вещи должны быть задействованы. А когда задействованы все вот эти вещи, то происходит как бы полное вовлечение, то есть и вот эта вот миссия и ценности, на основе которой собираются люди, и определение вот этого вот уникального преимущества, как бы это все как бы в единой связке. То есть вот это уникальное преимущество, оно связано, оно прошито вот всеми вот этими высокими смыслами. Да, то есть и человек ощущает счастье, когда он работает в такой компании, полную отдачу. И компания, имея вот такого человека, имея вот такую атмосферу команды, она приобретает несравнимо больше. Она по-настоящему становится великой компанией, в которой работают люди, мотивированные не на деньги, на какие-то другие вещи, а для которых это дело жизни. Вот. И великие компании, они как раз отличаются именно этим. Это именно то, вот, что отличало, вот Джим Коллинс вывел 11 компаний. И в каждой из этих компаний существовал лидер 5-го уровня, да, либо вот кшатри, человек занятый вот по предназначению. И второй ключ, как раз о том говорили, это концепция вот этого ежа, что компания была сосредоточена на каком-то ключевом виде деятельности. На ключевом виде деятельности. И здесь также можно вот добавить, что вот это качество сосредоточения на одном виде деятельности, оно свойство, если мы посмотрим вокруг, оно свойственно всем великим компаниям и всем великим личностям. Да, например, даже если взять Карла Маркса или Эйнштейна, да, то есть изобретение Эйнштейна, оно по своей очень просто, как бы, да, то есть он очень сложные вещи, очень сложные законы описал одной простой формулой, да, по которой находится E равно mc в квадрат. То есть энергия находится масса умноженная на ускорение. Вот. Что может быть проще? И его концепция, что он все смотрит, он упростил все самое сложное до очень простого. Вот. И через вот эту вот формулу как бы раскрывается много. И здесь такая же история. То есть компанию, все сложное, как бы, да, вот эту индустрию, разные технологии, конкуренцию, как бы все вот эти вещи можно упростить. То есть можно вывести самое главное, самое ключевое, что здесь есть, то есть и на основании именно вот преимуществ вот компании, вот этой вот команды, да, через призму которого можно смотреть на вот эти вот вещи. Следующий принцип, который здесь также в команде, о котором я хотел бы поговорить, это ценности, то есть та платформа, на основе которой люди, соответственно, вместе друг с другом коммуницируют. Вот. И основная, здесь также, ну, тоже я хотел бы соединить то, о чем говорил Коллинс, и то, к чему пришел я. То есть основная ценность — это правдивость. Вот. И очень важно в команде не замалчивать какие-то факты отдельные, да, или очень важно создавать вот эту вот среду доверия между коллегами. Очень много примеров в индустрии, да, когда приходит такой замотивированный человек, предприниматель, как бы, то есть, или собственник бизнеса, собирает людей вокруг себя и говорит: ребята, теперь это должно выглядеть вот так-то, это будет вот так, это будет вот так, это будет вот так. Но по сути, как бы, зачастую это является, ну, враньем, это не долгосрочная перспектива, потому что, во-первых, ты не знаешь, как это будет, да, во-вторых, очень велик шанс, что люди тебе просто не поверят, как бы, да, и для них это будет казаться, что это, ну, что-то как бы странное. То есть идея, конечно, хорошая, но это никогда не получится. То есть вот некое такое вот мнение. Вот. И в этом смысле интересная история, которую тоже в книге Коллинза есть, это история генерала Стокдейла. Да, генерал, который провел 8 лет в плену в Вьетнаме. Вот. И самое первое, когда спросил его Коллинз, как бы, в чем успех, как вот вам удалось выжить, то есть это самый награжденный генерал вообще Соединенных Штатов, как бы, то есть он очень, ну, такой герой страны, там, и так далее, он прошел там все пытки, на грани смерти там находился очень, очень часто, и
не просто прошел, как бы, то есть он еще мотивировал большое количество людей, которые находились в вот этом вот лагере, как бы он придавал им силы. И принимая на себя, как бы, то есть основной вот этот вот пик издевательств, вот этот пыток, который в Вьетнаме, как бы, то есть над ним делали, потому что понятно, что хотели сломать его, как бы, самого главного, для того, чтобы деморализовать, как бы, всех остальных. Вот. И когда спросил Коллинз Стокдейла, в чем его секрет, или в чем вообще секрет, как бы, то есть выживания, то есть и как это вообще все было, он сказал, что очень интересный момент, что оптимисты умерли самыми первыми. Да, то есть и для нас это немножечко странно, как это, то есть бизнес, как бы, то есть это про веру, про оптимизм, и в первой части я тоже об этом рассказывал, что нужно верить на 100%, да, что это отличительный признак лидера, и как это состыкуется, вот, но вера, она должна быть основана на фактах, на реальности, а не на каких-то умозаключениях или на фантазиях там, и так далее, и так далее. Вот и случаем Стокдейла, то есть были люди, которые говорили: ребята, все будет нормально, нас освободят через пару месяцев, там к весне мы точно будем свободны. Не приходила весна, их никто не освобождал, они говорят: ничего страшного, летом, вот увидите, нас точно освободят. Приходило лето, ничего не менялось. Потом приходила весна, приходила опять зима, приходила следующая весна, и тогда они умирали. Они просто не выдерживали. То есть поэтому он сказал вот это вот изречение, да, что оптимисты умирают первыми. И в нашем корпоративном мире здесь история такая же. То есть если мы не соизмеряем свои планы с реальностью, если мы не смотрим суровым фактом в лицо, тогда мы обречены потерпеть неудачу. Вот. И также Коллинз приводит пример, что он говорит: не надо людей мотивировать. То есть если у вас в компании правильные люди, которые исполняют, которые работают, делают дело своей жизни, да, которые находятся на том месте, которое они должны занимать, они уже замотивированы. Не нужно просто их демотивировать через нереалистичные какие-то фантазии, да, через нереалистичные какие-то планы. То есть самая лучшая стратегия — это не навязывать людям, вот такой вот команде лидеров, не навязывать какие-то вещи, а работать с ними на формате вопрос-ответ. То, как это работает в коучинговом формате. То есть преимущество коуча, что он задает вопрос, и человек приходит к осознанию самостоятельно. То есть можно человеку дать какое-то осознание, до которого он еще не дорос. Да? То есть и даже это осознание будет правильным. Но человек его не услышит, то есть он его не воспринят. И сделать то, что вы ему говорите, он не сможет. Да, тогда какой в этом смысл? Это просто потеря времени. Вы просто привнесете смятение, как бы, то есть в ум человека и его демотивируете. Самый лучший способ в этом смысле — это спросить человека, да, то есть: а как ты бы это сделал? А каково твое видение? А какой самый наилучший способ, который бы помог тебе добиться вот того, что ты хочешь? А какой самый лучший способ добраться до твоей цели? Вот. И вот этот подход задавания вопросов, он как раз идет в ногу вот с вот этим вот ключом, который Коллинз дает, как раз смотреть фактом в лицо, да, но не терять при этом веру, то есть он делает поправку. Вот, и таким образом, может быть, пример еще один вот из этой области, да, то есть когда компании не смотрят в лицо правде. То есть также у Коллинза есть пример из двух компаний. Так, сейчас я посмотрю, как они называются. Вот, это Penny Bowels и Address Graph, вот, которые в 1973 году обе были в одном рынке и занимались, ну, примерно одним и тем же. То есть одна там маркировала конверты с письмами, а другая там тоже корреспонденцией занималась. И тогда уже всем было понятно, как бы, что этот бизнес с письмами, как бы, с вот этой вот историей, он недолговечный. Но одна компания, как бы, она отдала себе в этом отчет и признала, и она сразу на раннем этапе, как бы, начала инвестировать деньги в новые технологии, как бы, и в те вещи, ну, куда можно трансформировать. То есть не меняя вот это вот уникальное преимущество, да, не меняя вот это вот кшетру, либо поле деятельности ключевую. То есть они попытались трансформировать то, что у них уже есть, то, что они уже отлично делают, в соответствии с вот этим уникальным их преимуществом, в соответствии с этой концепцией. Вот. И получилось так, что через некоторое время, там буквально через 10 лет,
оборот одной из компаний стал составлять 4 миллиарда, а оборот другой 100 миллионов. Как бы вот, пожалуйста. И разница заключается в том, что одни были склонны открыто говорить о реалиях, а другие были склонны замалчивать вот эти вот факты. Поэтому это очень, очень важно на этом этапе. Вот. И заключительное, наверное, что вытекает вот вообще из вот этой вот ключевой деятельности, да, из определения ключевой деятельности, на котором вот самое важное, я напоминаю, это команда, да, которая состоит из лидеров. Есть лидеры, есть команда, состоящая из лидеров, которые заняты по своей природе, занимаются ключевой деятельностью. Мы выбрали ключевую деятельность тем, что команда умеет делать хорошо, и компания может делать лучше всех в мире. И на основании вот этого, получается, как раз рождается уникальное преимущество, уникальное торговое преимущество, да, УТП можно его назвать, или просто уникальное преимущество, которое теперь нужно монетизировать. И здесь и также это ответственность на самом деле, то есть можно придумать, как бы, то есть, ну, это как бы часть процесса как раз вот по кшетре, то есть и вот по ключевой деятельности. Мало придумать и мало найти вот эту вот область, вот это вот зерно уникального преимущества, его нужно еще и монетизировать так, как этого не может сделать никто. Да, то есть преимущество то, что мы можем делать лучше всего, и максимальная прибыль, которую мы из этого можем извлечь, вот эти вот два направления. И второе, оно не менее важное, чем первое, как мы понимаем. Вот, и здесь пример с компанией Walgreens, которая сделала очень интересный вывод. То есть Walgreens — это сеть аптек, причем там достаточно старая, в Америке. Вот. И здесь Коллинз тоже приводит такой пример. Он брал интервью у директора этой аптеки и пытался вот этих вот сети аптек, там, чтобы понимать, порядка 9,5 тысяч аптек по всей Америке. То есть это самая крупная компания, то есть у нее миллиардные обороты. 9,5 тысяч аптек. Представляете, какая сеть? Ну вот, и он спрашивал у директора этой компании, а благодаря чему, у SEO, благодаря чему вы смогли вывести компанию в такой плюс, как вы смогли построить такую грандиозную империю? Потому что на тот момент, когда они начинали, они даже не занимались аптечным бизнесом. То есть это была компания, которая владела сетью ресторанов. Вот. И они увидели как бы перспективу именно в этом направлении. То есть их вот эта ключевая деятельность, их набор вот этих квалификаций, он как раз наибольшим образом реализовывался в концепции вот этих вот аптек как раз, да, то есть они там для себя увидели наибольший потенциал именно вот в этом вот рынке. Вот, и что они сделали? Они, да, вот и вот в чем, говорит, секрет вот этого вашего успеха? Вот, на что человек не мог долго ответить, то есть он какие-то говорил общие фразы, как бы, и Коллинз его спрашивает еще раз, а в чем конкретно, какие действия? Вот, и человек немножечко даже стал раздраженным и говорит, слушайте, на что вы пристали? Как бы после того, как мы поняли основную концепцию, то есть определили вот это вот уникальное преимущество, все стало просто. И уникальное преимущество, оно заключалось для Walgreens в удобстве, то есть концепцию удобства. И что для них это значило? То есть для них это значило, что удобство ставится во главу всего бизнеса. То есть если они открывают аптеку, то она должна быть удобна. То есть она должна находиться на углу, у нее должно быть два входа и выхода. И к этой аптеке можно подъехать на автомобиле. Вот. И таким образом вот это было уникальное преимущество. Но система монетизации, как бы ее нужно было еще докрутить. То есть раньше они оперировали понятием прибыль на одну аптеку. Вот. А для того, чтобы использовать вот эту концепцию удобства, им нужно было создать другую систему монетизации. То есть им нужно было перейти на систему подсчетов на визит клиента. То есть не на рентабельность одной аптеки, потому что существовал конфликт. То есть человек, компания не могла покупать самые дорогие угловые помещения, если она исходит из понимания себестоимости одной аптеки. Вот. Но в то же время она может покупать самые дорогие помещения, да, угловые, которые подходят в эту концепцию, если она исходит из понимания себестоимости одного визита.
Вот. И они перешли вот на эту систему монетизации и автоматом начали просто докручивать, добавлять дополнительные услуги, такие как фотография, там какие-то другие вещи, то есть которые можно продать человеку, который пришел за лекарством, то есть которые можно сделать апселл, продать ему какое-то что-то еще дополнительно, да, что еще усиливает концепцию вот этого удобства и в то же время увеличить стоимость, увеличить прибыль на одно посещение вот этой вот аптеки. Вот. И вот эта вот система монетизации, либо монетизация вот этого уникального преимущества позволила им добиться грандиозных успехов. Я думаю, что мы об этом еще поговорим. Но для нас смысл прост. То есть еще раз подводя итог, то есть второй ключ, второе важное значение, это первое, это лидер для компании, для успешной компании, для великой компании. Второе, это ключевая деятельность. Вот. И ключевая деятельность, соответственно, состоит из команды лидеров, которые заняты по предназначению, вот, которые вкладываются и раскрывают потенциал и свой, и компании, которые совместно находят уникальные преимущества этой компании, то, что компания, вот эта команда может делать лучше всех в мире. Вот. И следующий этап — это монетизация. Уникальный инструмент по монетизации вот этого таланта, вот этого потенциала уникального, который есть конкретно у этой компании. То, что не может сделать, не может повторить ни одна другая компания, не имея вот этого преимущества. И это еще один ключ.